Эй, привет, дружище! Я очень рад, что ты находишься на втором ролике, значит, первый тебе был полезен, и ты решил немножечко добавочки себе получить. Ну что, в общем-то, ролик готов, смотри, наслаждайся, да, немножко занудно, но, к сожалению, тема такая серьезная, поэтому приходится все рассказывать, показывать. Другие ролики, более динамические, будут дальше, пока только серьезное дерьмо, поэтому наслаждайся, второй ролик. Про Канкун, про Ла-Пас, про то, как это все дело происходит, смотри. И сразу хочу сказать, будет еще третья часть, потому что опять слишком большой тайминг. Так что третья часть тоже не заставит себя долго ждать. Жди, мой дорогой друг. Приятного просмотра. Второй пункт. Мексика, Канкун. Или Ла-Пас, или Мехико. Так, еще, ребят, прежде чем мы продолжим про второй этап, про Мексику, Канкун, давайте я вам расскажу некоторые мифы, которые гуляют в телеграм-каналах и в различных форумах, которые мной лично были проверены, и это являются мифами. Итак, их не так много, но давайте их разберем. Вам нужен второй загранник. Поясняю. Многие советуют заказать вам второй загранник, чтобы у вас был второй паспорт. Для чего? Потому что на бордере у вас заберут ваш загранник на границе США, вы будете без документов. И многие делают хитро, они отправляют свой загранник, потом позже родственники отправляют им по почте в Америку, и они дальше спокойно с этим загранником открывают счета, получают права, то есть у них нет никаких проблем, у них все это делается быстро, безболезненно. Но так делать незаконно. И вы об этом узнаете непосредственно на границе, потому что когда вас будут задерживать, вам скажут: если у вас есть какие-то другие паспорта, сдайте их прямо сейчас. Потому что если вы будете их использовать на территории США и не сдали их, получается, им, у вас могут быть проблемы. Это незаконно. Вы едете в новую страну, в которой царит закон. Поэтому не нужно начинать свое путешествие с того, что вы нарушаете непосредственно закон. Поэтому откидывайте нафиг эти идеи. Паспорт не нужно вам делать второй. Вы получите права, банковские счета и все остальное. И без паспорта есть другие рычаги, есть вероятности, как это сделать. Я о них расскажу позже в других роликах. Уже, наверное, на этапе адаптации, когда будем снимать, если вам, конечно, это надо. Это все от вас зависит, лайки ставьте. Но если вот так кратко подытожить, второй паспорт брать нельзя, это незаконно. Окей? Окей. Но это не совсем миф, это скорее просто уже не актуальная информация. Называется это Farhat Release. Это такая программа была, коллективный иск, который выиграли в миграционном суде, что люди, у которых есть перечень заболеваний определенных, он есть на сайте, что этих людей не нужно держать в миграционной тюрьме, и как можно быстрее нужно их оттуда вытаскивать. И многие пользовались этим не совсем так, как это нужно. Некоторые делали себе какие-то липовые справки, потому что Россия, сами понимаете, заказать справку какую-то липовую, это вообще проблем не составляет труда. А когда люди убегают из своей страны от преследования, для них нарушить какой-то вот такой закон не является чем-то криминальным. Хотя это и криминально. Они это делали для того, что если вдруг что-то пойдет не так, и они попадут в миграционную тюрьму, то у них будет какая-то справка, что у них было какое-то заболевание, какой-то рецепт на таблетки, на медикаменты, что они смогут, если что, с помощью этого рычага выйти гораздо быстрее из миграционной тюрьмы. Раньше это работало, плюс, опять же, помимо тех, кто это делал нелегально, были люди с действительно заболеваниями, для которых это было просто необходимостью, Farhat Release. Он просто в какой-то момент, где-то месяц назад, в октябре, они эту программу прикрыли, теперь Farhat нету, Farhat Release нет, поэтому не надейтесь на него, можете не делать свои справки, какие-то липовые, не липовые, и не надейтесь на него, его больше нет. Все. Пока что его больше нет. Если он появится, может появиться, я сломал Луну. Держись, Луна. Да что ты? Да как? Электромагнетизм, дай мне сил. Все пошло не по плану. Третий пункт. Что нужно ехать к айс-офицеру сразу же после того, как вас отпустили с бордера. Это не так.
Многие, так как они не знают ответа на этот вопрос, после выхода из бордера на территорию США берут билет до своего поручителя. Поручитель может быть где угодно. Может жить в Нью-Йорке, в Коннектикуте, в Далласе, в Калифорнии, в Сакраменто. И люди берут билет, самолет и летят туда по месту жительства поручителя и идут в миграционный этот отдел к офицеру, чтобы отметиться, что вот они такие молодцы, они тут есть. Но это неправильно, так делать не нужно. И чаще всего люди, которые делают так, они приходят к офицеру, на входе их спрашивает охранник: у вас есть запись? Они говорят: нет. Ну и все, и уходите. И люди просто так тратят время и деньги, билеты, чтобы слетать туда-обратно, постучаться в закрытую дверь и улететь обратно. Не нужно ехать к офицеру. К офицеру нужно ехать только если, когда вам выдали форму, вам выдадут форму 862, на ней будет написано, когда явиться к офицеру. Если у вас указана дата, указано время, вот в эту дату и в это время вы должны к нему явиться. Если у вас там даты нет, то не суйтесь к офицеру. Если вы будете нужны, позвонят либо вашему поручителю, либо через поручителя как-то к вам позвонят, но с вами свяжутся, вызовут письмом, позвонят, неважно. Вы не пропустите, в розыск вас не подадут. И опять же, еще один момент, это не миф, это так сразу в эту же тему, в эту же корзинку. Если у вас поручитель в Калифорнии, но вы хотите жить, допустим, во Флориде, в этом нет никакой проблемы. Просто прежде чем ехать во Флориду, сгоняйте к своему айсу и сообщите, что: ребят, я собираюсь уезжать во Флориду, просто вас предупреждаю, ставлю в известность. И точно так же, когда вы приедете во Флориду, сообщите: ребят, теперь я живу здесь, буду обслуживаться у вас. Ну и они уже как-то там по документам договорятся между айсами, ваши документы придут во Флориду. То есть ведите себя разумно, будьте разумным человеком, если вы что-то делаете, переезжайте, просто предупреждайте соответствующие структуры, чтобы вас потом было легче и легче найти. Вот, в общем-то, и все. Такие холивары вообще идут вокруг этого момента, но благо я лично прямо на своей шкуре это попробовал, я вам могу на 350 миллионов миллиардов процентов сказать, что так оно и есть. Итак, люди заявляют, что поручитель, который за вас поручается, когда вы находитесь на бордере, должен быть либо владельцем грин-карт, либо гражданином США. Это не так. Я сам лично был поручителем для 2 человек 2 недели назад. Я не являюсь держателем грин-карт, я не являюсь гражданином. Я точно так же нахожусь, как и многие в будущем из вас, в статусе ожидания политического убежища. И у меня нету грин-карты, у меня нет гражданства, у меня есть только social, причем довольно молодой, его пару месяцев назад всего получил, есть разрешение на работу, но я не являюсь резидентом США, то есть у меня нету временного места жительства, которое дает грин-карта, у меня нету гражданства, поэтому ответ на вопрос, может ли быть поручитель не владелец грин-карты и не гражданин, ответ да, может, я сам так делал, поэтому если у вас кто-то живет в США, и они легализуются, то есть еще не получили грин-карты, но они уже в статусе, у них есть social, там work, обращайтесь к ним, так можно, я пробовал. Все в порядке. Итак, когда вы закончили со всеми своими делами в России, все собрали, все сделали, прилетели в Мексику, и что вас будет ждать в аэропорту? Давайте обсудим этот момент. Вы идете на паспортный контроль. То есть прямо с самолета вы сходите на паспортный контроль, там находится несколько полос. Вот самая последняя информация пару недель назад было 3 полосы для тех, кто прилетает из Москвы, и полосы остальных, то есть там для американцев, для мексиканцев, для Евросоюза, там для всех остальных. Тут не запутайтесь, если вы с Москвы идете по дорожке из Москвы, в любом случае толпа, которая идет, ну, вы не потеряетесь, не боитесь. Подходите на паспортный контроль, показывайте документ. То есть вы даете свой паспорт, даете свои путевки, все это в распечатанном виде. Тут как бы несколько вариантов, которые могут быть. По ходу дела вам зададут какие-то элементарные вопросы. Зачем вы прилетели, как долго будете, ну как во всех странах спрашивают цель визита. Посмотрят ваши документы, посмотрят ваши брони, могут позвонить
ваш отель, вашему туроператору, неважно. То есть велика вероятность, что вы просто пройдете этот обычный чек документов, выйдете из аэропорта и все у вас будет в порядке. Но есть также вероятность, что на паспортном контроле вас выдернут из строя таких же пингвинчиков, как и вы, и поведут в так называемую стекляшку. Стеклянная комната находится как раз вот там, вы будете ее видеть из очереди. Там будут такие же бедолаги, как и вы, сидеть, ждать, что с ними вообще будет. Вы зайдете, вам дадут анкетку, могут не дать анкетку, все абсолютно индивидуально. Вы ответите на какие-то вопросы дополнительные, что, где работаете, то есть, всякие могут быть вопросы. Тут нету какого-то регламента, невозможно скачать регламент там с аэропорта Мексики и точно сказать, что за вопросы у вас там будут. Просто готовьте, что они могут быть абсолютно разнообразными. И дальше, по сути, ребят, от вас ничего не зависит. То есть не нужно впадать в отчаяние, не нужно резать себе там вены на руках. Вас могут как отпустить из этой стекляшки после дополнительной проверки, так вас могут и отправить обратно в самолет и следующим рейсом вернуть, откуда вы прилетели. Это не конец света, повторюсь, не конец света. Отчаиваться точно не стоит, прекращать попытки точно не стоит. Это может случиться абсолютно с каждым, они выдергивают людей абсолютно рандомно. Поэтому спокойно возвращайтесь в страну, откуда вы прилетели, отдыхайте денек-два, берите новый билет и по новой. Попробуйте другой город. Если вас не впустили в Канкуне, возьмите билеты до Ла-Паса. Не пустили в Ла-Пас, попробуйте билеты в Мехико. То есть городов полно, авиасообщение хорошее, пробуйте и пробуйте. Потому что, иногда людей заворачивают толпами. Там была какая-то статистика, что 5-10%. Кто-то настаивает на статистике в 30%. Кому верить вообще нельзя. Поэтому просто лицо тяпкой, выглядите как туристы. Не получилось раз, не поднимайте шумиху. Это точно вам не нужно делать. Не кидайтесь на людей, не скандальте, не орите. Просто спокойно возвращайтесь и пробуйте еще раз. Кто говорил, что будет легко? Никто не говорил. В общем-то и все. Неважно, в какой город вы прилетели, в Канкун, в Ла-Пас, в Мехико, неважно, в какой город курортный вы прилетели. Остальная часть видео будет полезна одинаково всем людям, потому что в целом все одинаковое. Разница только в городах, но это не особо важно. Поэтому не получилось с первого раза, пробуйте со второго. Однажды у вас точно получится. И вот вы, собственно, выходите из аэропорта. Если у вас тур, то все великолепно, у вас просто есть указатели к вашему туру, там, к Аннексу, к Пегасу или куда вы брали. Садитесь в автобусы и вас увозят непосредственно в отель, и вы там располагаетесь. Если вы одиночка, то сами все делали, сами все бронировали, значит, вы люди более ответственные, планировать умеете, а значит, сообразите, как добраться до своего отеля. Кстати, Uber работает, так что проблем с этим возникнуть не должно. Все, располагайтесь после долгого перелета в гостинице, отдыхайте, вы уже на правильном пути, уже все скоро закончится, не переживайте. В первый денек я вам очень посоветовал бы сходить в местный магазин, обзавестись сим-картой местной, она вам очень понадобится в дальнейшем. Купите всякую атрибутику, кепки, всякие значки, не знаю, там сомбреро. В общем, ведите себя как туристы. Что делают туристы? Покупают всякую безделушки, там, подарки, сувениры своим близким родственникам в Россию, там, откуда вы приехали. Тут все зависит от вас. Можете день посидеть, можете 2, 3, 4, все по-разному. Но рано или поздно вам придется сесть всей вашей дружной компанией и покупать билеты до Тихуаны. Также имейте в виду, что так как сейчас довольно большой поток идет иммигрантов, сейчас по сути все туристические эти отели специальные, они перенаселены русскоговорящими людьми. Поэтому если вы одиночка, у вас никого нет, то я думаю, вы просто должны с кем-то зазнакомиться. Либо в отеле, либо в чате, либо на улице. У нас тоже, кстати, товарищ какой-то познакомился с нашей группой, наших ребят, которые летели в Мексику, просто прильнул к ним, двое их прильнуло к ним, и они оказались частью группы, все прошли, все у них шикарно. Это я к тому, что у одиночек немного меньше шансов пройти незамеченными, им сложнее покупать машину, потому что в одного тяжелее тянуть стоимость.
Поэтому постарайтесь прильнуть к какой-нибудь группе и вместе с ним все это дело проходить, вместе с ними. Если у вас своя группа, держитесь своей группы. Если она у вас там уже 5-6 человек, то больше лучше людей не пускайте. Это такая золотая середина, 6 человек, то, что нужно. Ну и все, начинается третий этап. Видите, как все быстро уже идет, просто летим, невероятными скоростями летим, уже в Тихуане почти. Берем билеты в Тихуану. Третий пункт. Мексика, Тихуана. Неужели? Итак, покупаем билеты на самолет в Тихуану. Также бронируем отель обязательно. Отель, хостел, неважно, дом снимайте через Airbnb, через Booking снимайте отель, абсолютно неважно. Покупайте билеты, обязательно обратный билет в Канкун, чтобы, если что, можно было легко объяснить, что вы туда-обратно летаете. Распечатываем билет, распечатываем ваш ваучер на отель, чтобы был телефон, потому что Тихуану пройти немного тяжелее, чем Канкун. Не забудьте распланировать маршрут, как вы делали это для Канкуна, то же самое распланируйте в Тихуане. В Тихуане на самом деле полным-полно разных мест, достопримечательностей, и вы должны о них знать. Чаще всего говорят, что посмотреть на китов, посмотреть на Тихий океан, посерфить, сходить на какие-то где быки бегают там с красными тряпками. Вот эта штука в Тихуане проводится. В общем, опять же, погуглите, посмотрите достопримечательности, чтобы вам было легче объяснить пограничнику при необходимости, что вы, собственно, тут забыли. Точно так же едем в аэропорт. Тут на самом деле важно не слушать чаты, не читать форумы, потому что люди там начинают придумывать конспирологические теории. Что если вы выйдете из отеля рано, отель сообщит пограничникам, пограничники будут вас ждать в аэропорту, это все брехня собачья. Также они там предлагают различные схемы поведения, там спрятаться в туалете, дождаться посадки на самолет, сесть первым в самолет, сесть последним в самолет, вклиниться в группу там в процессе или сразу стоять. Это все не имеет никакого смысла, ребят. Вы должны понимать, что все происходит абсолютно рандомно, в случайном порядке. Никто о вас чего-то конкретного не знает, и людей выдергивают абсолютно случайно, как слепая проверка. Прошел – молодец, не прошел – не молодец. Поэтому, чтобы быть к этому готовым, вы просто должны знать, куда вы летите, насколько вы летите, что вы хотите там посмотреть, и не затупить на обычных вопросах. К примеру, моя знакомая девочка летела в Мексику, и когда уже все прошли абсолютно посадку на самолет, ее задержали непосредственно в самом рукаве самолета, когда уже ты идешь по трапу в этот самый самолет. Ее там задержали и начали расспрашивать. Вопросы были разные: что летите, зачем летите, насколько летите, что будете смотреть, где вы работаете в России. Несколько раз спрашивали одни и те же вопросы, но по-разному ставили предложения. И она на все ответила, и ее пропустили. Не бойтесь отвечать на вопросы, ведите себя уверенно, ведите себя как турист, вы ничего противозаконного не делаете. У вас есть разрешение в Мексику, вы можете летать где хотите, поэтому просто знайте, что говорить. Не тупите, скажем так, быстрее соображайте. Вот и все. Может, вы без проблем проедете, никаких вопросов не будет. Может быть, вам не дадут сесть на самолет, но я таких случаев не слышу, но наверняка они есть. В общем, ваша задача сесть на самолет. Сели на самолет, летим в Тихуану. Тут в Тихуане, когда вы выходите из самолета, уже может все быть немножко сложнее. Обычно обладателей красного паспорта кучкуют в отдельную группу и начинают по полной вас проверять. Кого-то могут держать час, 2, 3, 4, то есть могут держать очень долго. Но, как правило, люди все-таки выходят. Если у вас вы нормально отвечаете на вопросы, если у вас действительно есть брони в отеле, если у вас есть обратные билеты, если у вас все документы в порядке, то, скорее всего, с вами будет все в порядке. Если нет, вас могут вернуть обратно в Канкун. Но, опять же, это не конец истории. Приезжайте в Канкун, берете новый рейс и снова летите в Тихуану за попыткой номер 2. Единственное, что только можно посоветовать, это, опять же, ведите себя как турист. Снимайте себя на камеру, снимайте достопримечательности, видите трансляции,
То есть показывайте всем своим видом, что вы находитесь на отдыхе, как вы бы отдыхали просто вот в Мексике. Что бы вы делали, делайте то же самое, забудьте про вашу конечную цель, ведите себя как турист. Только, пожалуйста, не напивайтесь и не включайте там русских, там, патриотов, не знаю, не бейте людей, не устраивайте дебоши, и все будет у вас в порядке. Ваш маг скоро сядет. Дальше абсолютно все так же, как и в Тихуане. Выходите с аэропорта, садитесь на такси, едете в свой отель, отдыхаете день, гуляете, сходите там к Тихому океану. Единственное, старайтесь не шляться по ночи. Все-таки это Мексика, а не США. Мало ли там что вас грабанут или еще что-нибудь. Потому что Тихуана это не туристическая зона, это приграничный город к США. И поэтому там всякие картели и все остальное. Я не хочу вас пугать, просто будьте благоразумны, не шайтесь ночью, не ищите там никакие приключения на свою жопку, там, наркотики и все остальное. Помните, зачем вы здесь. Как отдохнете, можете на следующий день, можете хоть в этот же день. Ваша следующая задача, следующий ваш пункт – это купить автомобиль. Я знаю, есть некоторые сумасшедшие, которые проезжают границу на мотоциклах, на мопедах, но я считаю, все-таки, когда идет огромный поток машин, то мотоцикл, он как бы очень сильно выделяется, и его гораздо проще остановить. Поэтому я бы все-таки вам рекомендовал брать с кем-то в складчину машину, либо в одного покупать машину, если вы богатый буратино. Как происходит покупка автомобилей нынче? Раньше люди ехали на знаменитый бульвар, где был авторынок, выбирали там машину, покупали, нет проблем. Также некоторые обращались к различным таксистам. Там самые популярные там Рауль, Хьюго, кто там еще был, у меня тут записано, наверное, нет? Не записано. В общем, различные были таксисты, которые за небольшую плату могли вас повозить по разным вариантам, поторговаться за вас, помочь с проверкой документов, ВИН-номера, что машина не в угоне, что у нее страховка есть, что у нее есть действующая регистрация в США, это очень важно, в Калифорнии конкретно. Но сейчас дела обстоят немножко иначе, на всяком случае на момент конца ноября. Сейчас мексиканскими властями организовываются облавы на рынке и на таксистов, и на иммигрантов. Потому что люди ищут сейчас койотов. Это такие люди, которые помогают, они думают, что помогают. На самом деле они просто собирают с огромного количества людей деньги, садят их в автобус и запускают как ракета, сносить все конусы, границу, будки, просто порываться через американскую границу, где этих людей благополучно вяжут, отправляют в детеншн, то бишь в миграционную тюрьму, и эти люди долго сидят. И ничего хорошего их в этом месте не ждет. Поэтому, если вам предлагают какие-то услуги, помощи в пересечении границы за деньги, через забор, через автобус, или они там знают, как нужно проехать, в какое время, только деньги заплати, это все полные глупости, это ничего не работает, это лохотрон, думайте своей головой, все это можно сделать и без этих людей, и целее будете. Так вот, пока ведется охота, облава на этих самых койотов, на границе сейчас специальное положение. Периодически они все полосы сдваивают, встраивают там в одну, объединяют, чтобы всех проверять. Но это только временно, поэтому когда вы поедете, скорее всего, этого уже не будет. Всех зачинщиков, всех койотов, всех дурачков этих поймают, посадят на бутылочку, и дальше все будут проходить, как раньше и проходили. Поэтому, так как пока проблема с облавой, если вы пользуетесь услугами таксистов, то они сейчас привозят к вам прям к отелю разные варианты, которые вы выбрали машины. И если вам нравится, вы ее покупаете прямо на месте. Если вам такой вариант не подходит, скачайте приложение Facebook, в нем есть раздел Marketplace, типа нашего Авито. И там, собственно, участников находите по вашим критериям, по вашему бюджету автомобиля, договаривайтесь, приезжайте, смотрите, если все нравится, бьете по рукам и поехали. Что вам нужно знать при покупке автомобиля? Только самые главные вещи. Во-первых, у него должен быть title. Title – это ПТС по-русски. Паспорт транспортного средства. В Америке он называется title. Это такая синяя бумажка, если я найду, я вам сфоткаю. Ваша задача удостовериться, что человек, которому принадлежит машина, если вы берете участника,
человек, которому принадлежит машина, он показывает вам документы, и это один и тот же человек. Ну, собственно, как и везде, что человек продает свою машину. Там все очень просто. Он расписывается, что продал, вы расписываетесь, что купили, и, в общем-то, все. Неплохим подспорьем было бы, если бы у вас на эту машину была страховка. Бывает, что машины продают со страховкой, которая действует еще там 2, 3, 4 месяца. Это прикольно, но если этого нет, то отказываться от машины из-за этого только не стоит. То есть это не принципиально, не сильно принципиально. Третья важная штука – калифорнийские номера. Это очень важно, так как вы пересекаете границу с Калифорнией, у вас должны быть калифорнийские номера, и они должны быть действительны. То есть вы обратите внимание, что есть license plate, то есть, как это по-русски, номерной знак, и на нем вот такой вот маленький квадратик цветной, и на нем написан обычно месяц-год, до какого оно действует. У вас должно быть 22 год, то есть до 22 года. Ну и если смотрите там в 22 году, то до 23, ну логично, да? Поэтому обратите внимание, чтобы она была зарегистрирована, чтобы она была легальна. Опять же, я не скажу, что это даст вам какие-то гарантии, что вас не задержат там на переходе границы, что мексиканцы не обращают на такие машины внимания. Нет, это не так. Просто, опять же, это способ немножко подстраховаться, потому что, ну вот гуляет такой офицер, он случайно увидел вот именно ваш номерной знак, вот глаз у него лег. И если у него нормальные регистрационные данные, он просто отведет, скорее всего, глаз, и все будет в порядке. А если, не дай бог, он заподозрит, что вот он просрочен, скорее всего, он вас остановит. Поэтому вот на такой мелочи, зачем вам ловиться, лучше это все дело проконтролировать заранее. Вот, в общем-то, и все. У вас есть все вот эти 3 документа: страховка, тайтл, номерные знаки. Удостоверьтесь, что машина в полном порядке. Если нужно, там поменяйте лампочки, не знаю, протрите, помойте. Удостоверьтесь, что она не греется, что она вас довезет. Потому что ехать недолго, но нужно, чтобы вы доехали. Потому что когда вы поедете по непосредственно границе, вставать там очень не рекомендуется. Это сразу же все сбегутся к вам, поэтому удостоверьтесь, что машина довезет вас. Хотя бы там миль 20 вы на ней сможете проехать. Вот, в общем-то, и все. Машина у вас есть, возвращаетесь в отель, выбираете время, когда ехать, загружаете шмотки и вперед на границу. Что вам нужно знать после того, как вы купили машину? Сейчас самые 2 популярные направления – это Атай Меса, которая находится чуть ниже основной границы Сан-Исидро, и, собственно, Сан-Исидро – самая популярная граница, через которую все и проезжают. Некоторые, как вот мои ребята в том числе, поехали сначала на Атай Месу, потому что там граница чуть поменьше, там меньше очереди, и там вроде как у людей чаще всего не забирают автомобили. Потому что если вас задержали на Сан-Исидро, будьте уверены, вы свою машину, скорее всего, больше не увидите. Поэтому многие сначала едут на Атай Меса попробовать, и если не отдадут, если не заберут машину, то сразу пробовать на Сан-Исидро. Ну, как бы на дурачка попробовать, проедет, не проедет. Вот у меня ребята ехали, их не пустили на Атай Меса, это было в районе какого 7-8 ноября. Их не опустили через Атай Меса, прям поставили такой конус, сказали: все, уезжайте отсюда. Но при этом машину не конфисковали. И они сразу же с Атай Месы поехали на Сан-Исидро, где благополучно и прошли. Так что думайте сами, куда вы сначала хотите поехать. Все-таки через Атай, заехать на Атай меньше шансов, но зато выше вероятность, что не заберут машину. На Сан-Исидро пройти шанс выше, но забирают машину 100%. Так что сами взвешивайте, как вы считаете. И теперь выбор времени. На самом деле я не очень верю, что как-то время имеет большую роль. Просто, я думаю, нужно учитывать какие-то общие штуки, что вот у людей есть пересменка, что вечером, ночью люди меньше сосредоточены на дороге, на выполнении своих обязанностей. Поэтому многие едут под утро, то есть под позднее утро, там в 4, в 5, в 6 утра. Многие едут ночью, там в пятницу, там в 12 ночи, в час ночи. Кто-то едет в понедельник, потому что велика вероятность, что если вы заедете в пятницу, то вы останетесь там на выходные. Поэтому многие едут в понедельник утром.
На самом деле это не особо важно. Куча примеров, как люди проезжают и днем, и ночью, и утром, в любые дни, в любое время суток. Поэтому какой-то сильной статистики по этому поводу нет. Но лучше ехать, наверное, все-таки под утро, под раннее утро, пока поток не такой большой машин. Хотя Сан-Исидро, он стоит в пробке по сути всегда. Поэтому не думайте, что вы проскочите вот так вот просто легко и непринужденно. Непосредственно Сан-Исидро представляет из собой огромную дорогу, где-то на 30 полос, по-моему, или 28 полос. Они разделены на зоны, но по сути вам без разницы, в какую вставать. Центральные, они там, по-моему, вообще только для американцев, для каких-то, в общем, там специальные полосы. Я вам приложу карточку, посмотрите, для кого какие полосы. Но обычно люди встают в левые полосы, кто-то любит в центр проехать. Но опять же, это все настолько индивидуально. Есть история, как люди проезжают в левой, в правой, в центральной, в предпоследней. Абсолютно рандомно проезжают. Поэтому не заморачивайтесь на этот счет и спокойно езжайте куда уж нибудь. Пока вы будете ехать по вот этим 30 полосам, мимо вас могут курсировать пограничники. Их гораздо меньше, чем полос. И поэтому велика вероятность, что они просто вас даже не проверят, пройдут дальше. На это ваш собственный расчет. Ваша задача, чтобы он к вам просто не подошел и не проверил документы. Потому что если он к вам подойдет, попросит документы, он попросит вас либо показать водительское удостоверение американское, либо визу в Америку, что вы имеете право сюда ехать. Даже если у вас у одного, допустим, у водителя есть американские права, пусть и просроченно, он там когда-то был в США, он их покажет. Они скажут, все хорошо, никто не будет всматриваться там в это дело. Вторые, он попросит у всех остальных в машине посмотреть, и если у кого-то не будет, то вас развернут, машину конфискуют и угонят. Поэтому лучше с товарищами-пограничниками вообще не контактировать и надеяться, что они к вам не подойдут. Внимание, противозаконная схема. Я о ней ничего не знаю, я слышал о ней краем уха на самом деле, поэтому вкидываю, если у кого-то есть яички, чтобы это проверить на себе, пробуйте. Я слышал следующую схему. В Мексике можно купить сувенирные права. Ну, знаете, как всякие сувениры домой, что вот американские права, то есть это не настоящие права, как, знаете, как из банков приколов, банк приколов. Поэтому многие покупают эти водительские удостоверения американские, и если их там спрашивают, они их просто показывают и их пропускают. То есть, по сути, это даже это же не подделка незаконная документов, это сувенир. Ты его показал? Я не знаю, я знаю, что некоторые люди так делают, сам я с этим не встречался, но довольно интересная такая штука. На что люди только не идут, чтобы въехать в Америку. Так что сами решайте, как вам лучше делать. Ну вот и все. Ваша задача просто ехать строго по своей полосе до тех пор, пока вы не увидите пупырки заветные. Пупырка — это такое оформление дороги, пупырчатое. То есть у вас машинка начнет вибрировать, и это значит, что все, вы уже почти в заветном месте, вы уже почти приехали. По этим пупыркам вы проезжаете, буквально еще там 5-10 метров находится американская будка. Подъезжаете к ней, выходит офицер, вы даете ему всю стопку паспортов, все, кто есть в машине, сдают паспорта разом, все раз. Как только он их взял, начинает проверять, листает до визы, видит, что визы у вас нет, спрашивает, какого, собственно, Байдена происходит, и вы ему говорите заветные фразы «We need political asylum», и все, ваш процесс начался. А что будет дальше, мы посмотрим в другой локации, мне уже надоело сидеть.